Друзья, хотите попасть в средневековый городок? Без проблем. Мы уже здесь. Это Швэбиш Халь. Сегодня мы наконец нашли время с Ладой и выбрались в один из многочисленных в Германии городков, которые практически не затронуты временем. Друзья, этот городок погружает нас во времена позднего средневековья. Здесь все по-прежнему так и осталось. Кроме, конечно же, машин. Но, кстати, в центре города и машин тоже не очень-то и много. Немножко изменились. Да, кстати, если бы здесь ходили люди, наряженные вот в такие старинные наряды, там какие-нибудь шляпки, Они бы какие-нибудь очень природно сюда вписались. сюртуки, платья с буферами, имеется в виду такие рукава широкие у женщин раньше они носили, то, конечно же, это было бы более здесь гармонично, но ничего, сейчас люди современные тоже неплохо выглядят. Но архитектура вся осталась прежняя, нетронутая Второй мировой войной, друзья, и нам посоветовали приехать в этот городок. Посоветовала нам наша учительница по Курсу. дойч-курсу. Да, очень хорошая учительница, мы ее очень любим, вот, и мы с ней, в принципе, дружим, можно так сказать. И она по-дружески посоветовала этот городок, сказала, что это уникальный город, обязательно съездите. Вот мы сюда и приехали. Мы здесь впервые, только-только встали из автобуса, еще ничего здесь не видели, не знаем, и вышли к реке. Ух ты, смотрите, неожиданно здесь оказалась такая большая широкая река, Кохер называется река. Кохер, и такой живописный мост, друзья. Мы именно ехали сюда для того, чтобы показать вам вот эти вот красивые пейзажи, и погода нам сегодня способствует в этом. Смотрите, какое солнце, хотя буквально 2 недели подряд солнца не было. Была туманная и дождливая погода в Германии, в той части, где мы живем. Кстати, это земля Баден-Вюртемберг, и этот городок Швэбиш Халь, он находится в 60 километрах от Штутгарта, и это Швабия. Швабия — это такая национальная часть Германии, вот как Бавария. Швабия — это отдельная территория со своим небольшим народом и диалектом. О, друзья, вот они, швабы. Такие бабушки-старушки. Обалдеть. А у них тостер на столе стоит. Им еще можно деньги кидать. Вот 1 евро. Что же это такое? Тут, наверное, можно получать какие-то сюрпризы Да, или да. на память Киндер какие-то штуки. для детей. В общем, наша учительница на курсах сказала, что это тоже студенческий городок. Он и внешне очень похожий на Тюбинген, и функционально тоже. Здесь есть какой-то университет, здесь много молодежи, приезжают, учатся. Хотя, казалось бы, да, вот это какие-то декорации для фильма, а не городок. А на самом деле нет, это жилой город, здесь люди реально живут в этих домах, но выглядят они, конечно, так вроде бы построены для съемок какого-то фильма про позднее средневековье. Пока мы прогуливаемся по этим древним улочкам, хочется сказать пару слов о том, куда мы пропали. На самом деле мы немножко захворали. Сейчас в Германии, не знаю, по крайней мере в этой части, где мы живем, в Баден-Вюртемберг, рядом со Штутгартом, то, в общем-то, сейчас как-то свирепствует некоторая гриппозная болезнь, очень подозрительная. И нам с Ладой пришлось даже ходить к врачу и получить больничный. Мы целую неделю не ходили на курсы, лежали дома, была температура. Но, в общем-то, все уже благополучно закончилось. И поэтому мы вот сейчас уже смогли выбраться на прогулку. Хочется пару слов рассказать о том, как мы познакомились здесь с нашим доктором, который нас лечил, и о том, как он нас лечил. Это тоже достаточно интересно. Оказалось, что доктор очень уважает украинцев и хочет нам помогать, поэтому с радостью нас принял, назначил нам лекарства, но... Скажи о том, что доктор говорит на
русском языке, точно так же, как мы на немецком. Да. Это было очень интересно общаться. Он хотел поговорить на русском с нами, а мы хотели поговорить на немецком, попрактиковаться. Ну да, и у нас Было получалось так, забавно. мы ему пару слов на немецком, он нам в ответ пару слов на русском. И это хоть и комично звучало, но мы друг друга понимали. И что его больше всего интересовало, он хотел подтвердить свои политические взгляды на события, происходящие на войну между Россией и Украиной. И, в принципе, мы ему его мысли подтвердили. Сейчас не буду углубляться в политические моменты, что именно мы говорили, но просто все, что его интересовало, мы ему рассказали. Он был рад и, в общем-то, сказал, приходите в любой момент, когда нужно будет, если будут какие-то проблемы. Вот такие вот люди живут в Германии. В принципе, нас очень приветливо принимали даже в джоб-центре, что тоже, ну, необычно. Насколько я знаю, в джоб-центрах обычно, ну, как бы людей напрягают, украинцев. Нам так ласково улыбались. В общем, это я к слову. Что поражает очень такая интеллигентность в общении, культура в общении, в общем-то. И дружелюбность, да? Дружелюбность, и ты совершенно не чувствуешь, что ты какой-то беженец, что ты там какой-то, то есть тебя на уровне принимают, на уровне там немцев, ну то есть Ну, да. различий нету какой-то там, ну, ты не чувствуешь себя каким-то обделенным, униженным, оскорбленным там каким-то низшим сословием, правильно? Да, действительно. За что мы очень благодарны Германии. Нам здесь очень нравится. И вот сегодня у нас получилось приехать в этот замечательный городок. Смотрите, сколько здесь людей. Он, в общем-то, очень туристический, насколько я понимаю. Хотя добираться сюда было сложно. Мы добирались на поездах и даже на автобусе сюда подъезжали. Сейчас я вам покажу. В Германии забастовка машинистов поездов железной дороги продолжается уже больше, чем одну неделю. И поэтому мы с Ладой сегодня вынуждены были ехать только на региональных поездах, а это усложняет передвижение, увеличивает ожидание на пересадочных станциях. И мы с Ладой сегодня добирались до Швебиш-Халя очень долго. Так, если бы мы ехали в нормальные дни, то мы приехали бы приблизительно за 2 часа, а так у нас целый час ушел просто на ожидание на остановках. Например, мы в городе Бад Конштадт в Штутгарте просто сидели на вокзале и все время бегали с платформы на платформу, потому что объявляли, что наш поезд приезжает сначала на 7-ю платформу, потом объявляли, что он приезжает на 4-ю платформу, потом то, что он опаздывает на 7 минут. Главное, мы не понимаем еще немецкого языка хорошо, поэтому мы плохо понимали, куда нам бежать и на какую платформу. В общем, интересно. Путешествуя по Германии, у меня, честно говоря, складывается впечатление, что в Германии не так-то и много людей. Повсюду как-то немноголюдно, особенно в выходные дни, да, и вообще так вот по жизни. Мы не встречали полностью набитых поездов, таких, чтобы нельзя было в них где-то сесть. Вот посмотрите, сейчас мы едем, здесь практически пустой поезд. Но я вам скажу, это впечатление обманчивое, потому что на самом деле в Германии живет 84,5 миллиона человек. Где все эти люди? А вот они в маленьких городках живут, понимаете? То есть немцам не обязательно жить всем, как у нас, сбиваться в большие города, и миллионники. Немцы расселены очень равномерно. Мы едем вот сейчас уже 2-й час по Германии, и через каждые буквально 3 минуты какая-нибудь остановка, какой-нибудь небольшой городок. Все городки ухоженные, все аккуратные, везде асфальт, везде есть какое-то производство, везде есть какое-то сельское хозяйство, дачи вот даже у людей на склонах гор. В общем,
люди расселены равномерно, и поэтому такое складывается впечатление, вроде как бы их здесь и немного. Но на самом деле громадная страна с сильной экономикой. В общем-то, чем больше я узнаю про эту страну, тем больше удивляюсь. Единственное вот минус, который мы с Ладой все время сожалеем, вот здесь нету моря, настоящего моря с соленой водой, с водорослями. Озеро Бодензее, на которое мы ездили летом, оно как бы, ну, пытается нам компенсировать это, но все-таки не то. Море ничем не компенсирует. Что сразу бросается в глаза, так это что здесь масса одежных магазинов, всяких кафе, ресторанчиков. Курортный город, ну как, Туристический городок, да, вот это какая-то неработающая кафешка или пекарня, на обед, возможно, закрыта. Нам удалось приехать сюда только к обеду, поэтому некоторые магазины могут быть на перерыве. Посмотрите, какой узкий переулочек. Лада там руками достает. Это же у меня маленькие ручки. Да. А если толстый кто-то? Это же все-таки улица, или это мы во дворы Я заходим? не знаю, вот тут дверь кто-то же. Ну да, здесь входы в дома. В общем, это настоящие, аутентичные, старые немецкие дома, некоторым из них по 500 лет. Есть и такие. Ну, большинство из них, возможно, там по 200 лет. Вот, мы просто во двор к кому-то зашли. Здесь, видите, мусорные баки стоят. Все. А 2 шага назад и уже улочка с витринами и с ресторанчиками. Вот посмотрите, столики кафе и висят пледы на стульчиках, подушечки для того, чтобы здесь можно было сидеть прямо сейчас, несмотря на то, что прохладно. И люди сидели, явно тут вот чашки из-под кофе есть. Немножко прохладно сегодня, 1 градус тепла, но это как бы... Вчера было 7, и был дождь. Сегодня нету дождя, но 1 градус. Погода весенняя, в принципе, даже весной пахнет. Да? Уже такое чувство, что уже зима, в принципе, здесь закончилась. Сейчас вот мое внимание привлекло вот это вот стеклянное здание. Смотрите, как интересно вписали среди старых домов, фахверковых, то есть, по сути дела, деревянных, с глиной. Вот сюда вписали такое вот стеклянное здание. И оно нормально смотрится здесь, даже очень современно. Вообще, я заметил, немцы умеют приделывать к старым домам, вот таким вот старинным, какое-нибудь новое сооружение, что-нибудь стеклянное, какую-нибудь лестницу прозрачную, какие-нибудь витринки. И получается такое объединение старого стиля с современными технологиями. И смотрится очень здорово. Даже у нас в Гаслингене есть такие дома. Тот же Ратхаус, к которому приделали стеклянную лестницу с лифтом. И это очень круто смотрится. Здесь, наверное, и подсветка вечером очень красивая. В общем, идеальный для прогулки городок. Просто мне очень нравится. Я не знаю, с нас, конечно, все смеются, что восхищаюсь. Но это невозможно не восхититься таким городком. Попадаешь в какой-то прошлый век, В другое время, это, да. конечно, завораживает. А вот мы вышли, кстати, на центральную площадь. Это, как обычно, Марктплац, то есть рыночная площадь. И здесь вот одна из самых известных церквей, которая здесь считается достопримечательностью, но не только потому, что это древняя лютеранская церковь, а еще потому, что на ступеньках этой церкви регулярно проводятся какие-нибудь выступления. Здесь выступают театры, здесь проводятся красочные феерические шоу. Тут очень много людей обычно собирается на этой площади. Все они стоят здесь, и это получается как бы театральные подмостки вот на этих ступенях.
кстати, здесь 53 ступеньки вверх. И даже сейчас, видите, здесь что-то происходит, но в основном люди просто сидят, но играет какая-то музыка. Возможно, какое-то событие есть. Вон, смотри, видишь, плакат, где АДФ из Hässlich und Sting. Это, в общем, партия АДФ. Ужасная и плохо пахнет. Получается, мы здесь случайно попали на политическую акцию, которая против этой партии АДФ. Насколько мы знаем, партия АДФ нам тоже не должна нравиться, потому что они выступают за изгнание всех беженцев из Германии. То есть таких людей, как мы, они хотят прогнать вообще, не давать им помощи. Поэтому эта акция, мы ее поддерживаем, потому что это против людей, которые хотят нас изгнать. Вот так можно сказать. Ну и вообще нам одна из учительниц наша на курсе тоже на немецком языке как-то негативно отзывалась про эту партию. И им, немцам, тоже она не нравится. Я там всех тонкостей не знаю почему, но в общем-то раз немцам не нравится очень многим, то я думаю, что-то там не так. Расскажи про башни, пожалуйста. В 1431 году Здесь построили башни? здесь две, да, были построены, тут перевод такой, здесь были построены две крепостные башни города, которые хранили мир и безопасность города. Я так понимаю, какие-то стены просто были построены, да? Но, конечно, когда теперь уже эти сооружения утратили свой изначальный смысл оборонительный, теперь они нам интересны как просто древние стены, замки, в которых можно погулять, посмотреть на средневековый быт. Сейчас мы с Ладой зайдем в этот замок. Я вижу, что здесь вход абсолютно бесплатный, по крайней мере, подняться на эту стену, да, и посмотрим с высоты. Вход какой-то замок. А если, конечно, развернуться и посмотреть с высоты, то немножко солнце ослепляет нас. Но мы найдем потом хорошую позицию, откуда мы посмотрим вверх. Давайте зайдем сюда вовнутрь. Пройдем, посмотрим по этим древним местам. Я так понимаю, что это город наполовину музей. Здесь музей под открытым небом, здесь сцена под открытым небом. Интересно даже сюда приезжать, когда происходят какие-то события. А здесь происходят празднования всякие традиционные. Насколько я читал, здесь много разных вещей происходит. Так, забираемся прямо на самый верх стены. Может, еще не самый верх. Туда немножко вниз, пойдем вверх. Фух, мы немножко запыхались. Посмотрите, какая смотровая площадка. Вот такого высокого вот здания. Возможно, это именно то здание, которое является концертным залом. Ну и, как обычно, потрясающий вид. Красные крыши, черепичные. Вон тот мостик, только что мы на нем были. И видно половину города. Жалко, солнце засвечивает. Ничего, все нормально, все будет видно. А там, смотри, какую-то церковь видно. А вот именно ту. Да.
Часовня прослеживается и улочки. О, мы здесь с Ладой нашли 2 стульчика с прекрасным видом. У нас возникла гениальная идея. Да, мы можем попить чай, сидя на этих стульях и созерцая вот этот вот красивенный вид. Мы, как обычно, путешествуем очень экономно, берем с собой термос, берем с собой колбаски, хлеб, сыр, для того, чтобы вот так вот сесть, перекусить в пути и не тратить деньги на кафе, потому что здесь, ну, зайдешь раз в кафе, уже минус 10-15 евро, это однозначно. Поэтому вот... Очень экономные туристы. Да, всем советуем. Это не тяжело, вот такой термос обыкновенный, и все. Хотел сказать еще пару слов о том, что мы сейчас не очень часто выпускаем видео, и тому есть причина. Дело в том, что мы с Ладой были в джоб-центре, и нам сказали, что очень многое в нашей дальнейшей жизни в Германии зависит от того, насколько хорошо мы выучим немецкий язык. И поскольку сейчас у нас нет возможности пойти на повторные курсы, как это было у украинцев, как бы первого заезда, так сказать, да, вот раньше. Сейчас поменялась политика, нам уже, возможно, и не предложат даже на B2 учиться, поэтому мы хотели бы больше времени уделять немецкому языку. И поэтому у нас, естественно, остается гораздо меньше времени на то, чтобы снимать видео, друзья. Мы будем очень стараться, чаще, как сможем. Может быть, когда весна будет больше зелени, будет больше вдохновения, ну, больше снимать будем. В общем, друзья, как получается, мы для вас. Мы не пропадаем совсем, да, но мы, возможно, не будем так часто, но это ненадолго, друзья. Весна придет, с ней вместе энергия, вдохновение, и все будет отлично. Обратите внимание, конец января. Зеленые растения, абсолютно живые зеленые растения здесь, в Швебиш-Халле. Ну, вообще по всей Германии здесь есть вот такие вот растения, которые не мерзнут, получается. Мы показываем Германию и рассказываем про жизнь в Германии через призму собственной жизни. Ну, просто как видим ее, так и рассказываем. Иначе это было бы просто как-то искусственно. И в этой связи надо вспомнить про нашу маму. Те, кто смотрит наш канал давно, знают, что мы приехали сюда, в Германию, с мамой вместе. И наша мама живет здесь отдельно. Иногда мы показываем, чем она занимается. Конечно, мы не можем ее брать с собой в эти поездки. Ей было бы очень трудно вот 3 часа с нами лазить по поездам, по автобусам, потом ходить... Она бы не зашла. Да, потом ходить по ступенькам, а ей трудно ходить. Но, слава богу, она не болела. Вот, когда мы болели на прошлой неделе. Ее это пронесло, она, в общем-то, сейчас никуда не выходит, поэтому и не заразилась. Маме мы позвонили, сказали, сейчас зайдем. Она говорит, я сижу на улице, дышу свежим воздухом. Она обычно сидит вот здесь на лавочке. Сейчас мы посмотрим, может быть, она как раз... сидит. Вот это у нее такое есть местечко тут. Я вообще даже не знаю, это похоже на остановку общественного транспорта, но нет. Здравствуйте. Привет, мамусь, ты не замерзла? Ты же недавно сидишь, не? Недавно еще не успела замерзнуть. Не успела. Хорошо, то сегодня на улице прохладно. В общем, долго сидеть на железной лавочке вообще не стоит. Хорошо. Как вообще твоя жизнь? Тебе Германия не наскучила еще? Ні, мені подобається. Подобається, да? Назад не хочеться в Україну. Ну, де народився, там і знадобився. Хочеться. Хочется, да? Мы решили зайти в кофейню, попить кофе немножко. О, здесь, видите, вот продается кофе по 2 евро. Поскольку на улице холодно, надо хотя бы где-то погреться. Не все время же дома сидеть. Так, ну мы с Ладой не договорились, короче, взяли. Я взял по кофе, Лада взяла по чаю и на всех. Сейчас будем пить, теперь же, раз мы набрали.
Кстати, здесь очень недорогой чай по 1 евро. По немецким меркам это недорого. Сколько кофе стоит? И кофе стоит по 2 евро. 2 евро Это тоже недорого, да. Это на любом вокзале 2,80, 2,60. Так что, и вот мы еще взяли попробовать, раз уж такое дело пошло, это Это что-то огурчики такие. наподобие наших медовых огурчиков, какой-то вкусняшка какая-то. Турецкий, вообще это турецкое кафе. Да? Да. Ты же видишь, что турецкий чай, турецкая. Так, мамусь, что это у тебя за кулечек тут? Ой, он, конечно, О, уже игрушечки. Ну показывай, показывай. Вот какая интересная, прикольная штучка. Это гнездо с курицей, да? С цыпленками. Это у нас Сова? Да. Ух ты, сова еще и в гнезде, Вы да? сами придумали такие? Шишечка, смотрите, шишечка, которая... Просто нашли шишечку. Вот это ушки, да, связаны, а вот эти глазки связаны и ножки связаны. Где вы такие идеи находите? Выдумываешь, да? С головы? Ну да. Молодец. Думает же головой. Вот это хорошее. В коем-то веке в кафе сидим, решили пофоткаться. Да, так. Таке бачиш, і в мене ж морда кругла. Як це. Да, мы какие-то Нас- толстые получились. Ну нічого страшного. Неужели вы такие? А вы такие Не, на есть. самом деле у меня ж овальное лицо, у меня ж не круглое лицо, а овальное. А на фотографии я почему-то получаюсь. Круглое, да? Ну, Вот каждый так. по-своему. Может быть, надо как-то... Да, надо позировать. иначе позировать. Позировать надо, позировать. Актрисой надо быть, Ольга Лукинична. Здесь же в этом кафе можно и покушать хорошо. Вот, например, фрюштук, это завтрак. Посмотрите. Вот цены на какие-то блюда турецкие. Я их не знаю какие, но видите, какие цены. От 18 евро и до 30. Обычно у турков очень вкусно все. Это с 8 до часу. А вот еще Посмотри, пицца. Есть пиццы разные. Можно прийти пиццу поесть. есть салаты. Вот видите, какие-то такие вот цены. И есть пиццы. Самая дешевая 7,50 евро. Пицца Маргарита 7,50. Еще есть супы и дёнеры. Супы по 5,50, а дёнеры, значит, 4 евро самый дешевый и самый дорогой 10 евро. Yesterday I lost a battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. А вот и водопад. Oh, to keep you, baby. Очень красивые места. Now I hurt so bad. Вот еще один очень красивый мостик деревянный. Друзья, мне однозначно этот городок нравится. Да, вот в Нюрнберге был похожий мостик возле дома палача. Ох, а отсюда какой красивый сейчас видно город. Посмотрите, солнце подсвечивает. И тут такая таинственная арка, и куда мы выходим, непонятно. Смотрите, картинная галерея, да, граффити всякие. Ух ты, действительно красиво. Зайчиков кто-то рисовал. Художник. А, да? Ух ты. Ты еще и распознаешь сказочных персонажей. У меня ассоциация. И главное, посмотришь на людей, у них лица счастливые, улыбаются, ходят, смеются, радуются. Еще вот на мостик прямо заходим. Есть, конечно, немцы и недовольные, и всякие такие попадаются, потому что, ну, не могут быть же все люди умные, красивые, добрые, счастливые. Всегда есть какие-то, кто чем-то недоволен, но таких здесь мало. Dankeschön. Вот, не могу насмотреться. Так люблю реки, не знаю почему. Вот вода притягивает. Мы с Ладой все подумываем, чтобы в следующий раз поехать снова на Бодензее. Хотя и зима, и купаться нельзя, но побыть у воды. Так что вполне возможно, что следующее наше видео будет из Фридрихсхафена. Точно не знаю, но одна из идей, куда мы в следующий раз поедем. Но поскольку в центр города на машинах нельзя заезжать, здесь есть рядом с центром
Вот такая вот большая парковка. И я вижу сегодня в субботу здесь очень много машин, практически нет свободных мест. Это говорит о том, что город пользуется популярностью, сюда люди приезжают. И, конечно же, за деньги здесь паркуются. Ну вот, друзья, кого интересует цена на парковку, вот здесь все написано. Видите, 8 днем, получается на целый день, 4 евро на ночь и 12 это... Это, короче, с понедельника, да, это с понедельника по субботу. 12 евро. Вот хороший пример сочетания старинного и современного в архитектуре. Это старинное здание со шпилем сверху, с часовней. И рядом же здесь вот современный торговый центр. Ну, это явно современные здания, красивые, тоже невысокие. Вот много стекла используется здесь в витринах. Торговые центры, люди ходят туда. Вот дальше лестница вверх, и рядом есть такой лифт. Видите, справа стоит лифт возле лестницы, тоже стеклянный, на нем можно подняться чуть выше. И это все рядом с такими старыми фахверковыми зданиями, которым уже по 500 лет. Умеют же люди сочетать. Я разбрасываю пазлы, я не смог собрать картину. Слишком много красок разных, золотую середину не найти. Would you like a cup of tea? Мне казалось, я случайно заглянул в кафе под вечер. Я узнал твою печаль. Это было первой встречей на пути. Would you like a cup of tea? Мы ведь просто пели песни, без подтекста и без смысла. Нет других причин быть вместе, кроме этой, как ни крути. Would you like a cup of tea? Я разбрасываю пазлы, я давно собрал картину, но на ней мы в лодках разных, и моя плывет на мину, не грусти. Would you like